Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Наконец-то он написал, что отснял какой-то хороший контент. Ну что, посмотрим, что здесь будет за контент. Я тут, например, уже вижу что? Вижу Орк-Шаман есть, Хан, Зевс и Омник. И знаете, я думаю, что раз это наконец-то хорошая игра, то я думаю, что здесь будет Орк-Шаман, Дизраптор. Дизраптор, что-то будет связано с ним, а может быть что-то еще такое интересненькое. Ну ладно, короче, ребят, все. Присаживаемся все поудобнее, всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, приятных снов, кто засыпает и, соответственно, хорошего дня, кто работает. Ну да, как может быть день хорошим, если ты работаешь, да? Лучше всего открыть баночку фильтрованного, либо нефильтрованного. И все, и кайфовать где-то там, знаете, на берегу моря. Шашлычки. Боже, я аж... Мое воображение разыгралось не на шутку. Ладно. Ладно. Что ж, будем сейчас наслаждаться этой игрой, смотреть, что здесь будет происходить. И в целом, просто будем ее комментировать. Правильно? Правильно. Я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с конкретной ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я прокомментировал, переходишь на мой телеграм-канал, обязательно подписывайся, потому что я там пишу, когда стримы, соответственно, по обновлениям этой игры. И самое главное, у меня там есть чат, комьюнити, где мы все переписываемся, общаемся и так далее. Короче, тебе будет интересно 100%, поэтому подписывайся. Спама никакого там нету. И в скором времени я все-таки решу вопрос, как лучше всего поступить с дублируемыми роликами, потому что... Telegram ограничивает ролики на 4 гигабайта. И, к сожалению, здесь есть загвоздка. И тут, знаете, загвоздка в том, что, типа, либо я как бы теряю качество и выкладываю такое себе качество в пикселях, в мыле и тому подобное, либо же не выкладываю ролики совсем. Поэтому надо будет сейчас как-то этот момент подумать, потестирую, как повыкладывать эти ролики в Telegram, и буду уже от этого как бы отталкиваться. Вот как. Да, я помню, я писал об этом, что да, в скором времени и тому подобное. Но тут как бы я в ступор попал, потому что я не могу на самом деле найти оптимальное качество для того, чтобы выкладывать это в Telegram. Как-то так. Если кто-то имеет опыт с этим, соответственно, напишите в комментариях, либо же в телеграм-канал в чате, чтобы я мог с вами попереписываться и как бы решить все такие вот вопросики. Так, у него уже новая внешка на Джаггернаута с боевого пропуска. Взял себе волшебников. Интересно, что он будет делать с этими волшебниками. Джаггернаут, конечно, там забавный. Внешка у него такая. Это у него типа платок на шее, или это у него такие зубы с ртом? В самом деле, типа, разрабы могли такие обалденные внешки проработанные делать, но что-то они как-то так тупят люто, что прям диву даешься, насколько жестко они тупят с этими внешками. Ну, блин. Давайте будем объективно честными. Тут сами разработчики в шапочке из фольги сидят. А я тут хочу, чтобы они что-то хорошее делали. Угу. Не, ну качество графики они могли бы как минимум поднять. Чел уже тут на 5 уровне катает. Или подожди. А, ну да, на 5 уровне. Я что-то просто смотрю вверх, вы знаете, верхних двух чуваков смотрю, они там, я смотрю, там 3, 4, 5, а где 5 еще один. А потом не обратил внимания, что он внизу там попался с ним. Лина. Хороша. Хороша чертовка на линии. Давай Лину бери. У нее, видишь, 3 перышка сверху горит. Так, решил Гримтача продать. Интересно, будет ли он выходить в 20 монет плюс? Или оставит как есть? Все. Вышел в инкам. Красава. Выходит максимальный инкам. Это хорошо, это отлично, это прекрасно. В общем. Давайте подумаем, что здесь будет в этой катке. Ну... Не, ну ладно, по начальному билду пока ты не можешь этого понять. Вот серьезно, пока по начальному билду это вообще невозможно понять. Ну, будем смотреть дальше. Мехи ему идут, кстати, хорошо. Надо было Тинкера брать в предыдущем. В предыдущем раунде надо было брать Тинкера, и, соответственно, у него были бы уже сейчас халявные роллы. Не факт, конечно, что он выигрывал бы, но они были бы, по крайней мере. Ну ладно. Ну ладно. Так, а ну я, кстати, проверю, вот что-то мне как-то... Все, нормально, все. Запись идет, все нормально. Потому что что-то, знаете, я сегодня записывал каточку.
Она, кстати, вышла немного позже, потому что там авторские права какие-то появились. Ну, короче, неважно, там что-то с роликом произошло, я его там переделывал, все такое. И был такой момент, что меня там пролагало, и запись почему-то выключилась. Я что-то не помню, в последнее время у меня как-то ОБС лагает. Чё лагает? Вообще не пойму, почему она лагает. Ну ладно. Кстати, классная способность он стырил. Агр. Перекинул чем Джаггернаут этот предмет и посмотрим, что он стырит. На самом деле, вот этот вот кристалл божьего посланника, это типа прикольная тема, но я бы сделал так, чтобы можно было бы хотя бы способность как бы, ну, скипать раз в 10 раундов, к примеру. Потому что, допустим, ты когда играешь в лейте, а у тебя какой-то агр на способности, ну и зачем оно тебе надо? Ты вообще как бы не хочешь этот агр. Не знаю, я б на месте разработчиков как-то эту способность немного продумал бы получше. Потому что ты и способность тыришь бесполезно. Допустим, у тебя героев 2 звезды, ты тыришь способность первого уровня. И зачем она тебе надо? У Джаггернаута, кстати, под богами эта способность вообще максимально криво работает, потому что он же вечно находится в своей крутилке, соответственно, вечно у него способность не в КД. И, соответственно, он не может заюзать вторую способность, которую стырит кристаллом посланника. У чувака тут уже куча двоек, понимаю. Сейчас ему тут табло немного порвут. Ну, чуточку так, чуть-чуть. Приголубят, так сказать. Больно так-то? Так-то больно. Минус... Ну, хотя минус 7 не так уж и больно. Но больно. Так, орков берет. Скорее всего, здесь будет каточка через Джаггернаута. Скорее всего. Но я думаю, он в конечном итоге все равно эти предметы рольнет. Потому что такие себе предметы. Охотники собираются. Непонятно, что там собирается. Ортодокс. Хм. Либо же там чел будет играть через богов и орков, либо же он будет играть через инсектоидов. Одно из двух. Но я думаю, все-таки это будет второе, чем первое, потому что инсектоиды — это ж мета. Мета. А люди, как мы знаем, не хотят думать и хотят играть тупо на мете. Правильно? Правильно. Нормально, там такой снайпер двухзвездочный. Навалил стилька, так сказать. Солью просто расстрелял. Дед может. Хорошо, ему орки идут. Но пока что более-менее нормально то, что ему так орки идут. Панда не хочет брать, не хочет испытывать, скажем так, удачу свою. Я б попробовал. Резачков пока что оставляют, окей. Цемку тоже оставляют. 73 хп. На самом деле он очень много хп потерял за эти вот 10 раундов. Ну, не 10, а 7 раундов, но очень много хп потерял. Неприятно. Баф, я думаю, он затащит. У него как минимум есть орк-охотник, который может насумонить кабанчиков. Или нет? Или я ошибаюсь? Хотя нет, переключился сейчас Джаггер, поэтому время есть. Хотя бы еще одного кабанчика. Еще бы одного кабанчика. Ну... Нет! А как он получил 2 монеты? Я сейчас не понял. О, двойные мобы, пойдет. Джаггер. Я чуть не понял, а как он получил двойных мобов? Ой, 2 монетки. Кто-то может мне объяснить, как это произошло? Типа игра заранее просчитала о том, что он убьет этого голема и получит с него 2 монетки. Но по итогу он не получил, ну, не убил этого голема, не получил. Не должен был получить эти монетки. Как это произошло? Кстати, в самом деле у него сейчас Джаггернаут более-менее сильный, я бы поставил немного себе по-другому билд. Я бы поставил себе Джаггернаута и Марса. Ну, он вряд ли бы выходил бы винстрик лютый. А, там чел играет тоже на лустрике. Просто шансов тогда, чтобы он хотя бы парочку челов забрал, было бы повыше. Так, продал. Медальон взял. Все нормалек. Угу. Купил, продал, чтобы ему не мешало, не отображало, как бы не отвлекало. Окей. Не, я бы на самом деле все-таки поставил бы себе немного сильнее стол. Типа там все равно чел играет на лустрике. Еще один. Но он там полностью весь свой стол убрал. Типа... Но да, может быть из-за того, что он, наверное, не хочет выставлять вот так вот посильнее себе стол, потому что он может выигрывать. Либо же он боится, что ему наспамнят так много, что оторвут просто лицо.
Ну, короче. Я думаю, все-таки это второй момент, то, что он боится, что ему переспамят очень много, и ему просто жестко оторвут лицо. Ну, как по мне, с Джаггером 2 звезды, с хорошими, ну, у него более-менее хорошие предметы, я думаю, нормально все было бы. Этого типа он даже мог бы и забрать. Хм. Не факт, но мог бы. Баночки сразу юзает. О, Рубик. Рубик это хорошо. Давай, все, ставь себе богов плюс Джаггера. Думает, кого из воинов поставить или что? В самом деле, здесь каточка для богов плюс орков отличная. Тут еще и омник есть, который может сейвить. Но если там соберется чистый урон, это будет неприятно. Ничего не падает. Ну да, ничего не падает. У чувака там уже 2 двойки хорошие. Ничего не падает вообще. Оп-оп. Ладно, решил ничего не писать. Ну это бред на самом деле, что ему ничего не падает, а ему нормально падает. Но двойных мобов сейчас опасно активировать. Как минимум надо будет на 25-м раунде примерно активировать, если он хочет какие-то предметы найти. Но я думаю, он даже подождет до 35-го. Если такая удача будет, то он до 35-го подождет. На 25-м, как по мне, нет смысла как бы активировать эту реликвию. Но на самом деле, если у тебя есть синергия эльфов фуловая... О, там уже чел себе антимага нашел. Понимаю. Понимаю. Ай-яй-яй. Я что-то даже не обратил внимания на этого умника. Обалдеть. Не, я не скажу, что Омник имба, но в сочетании с антимагом, который у него там есть, это лютая имба. Это трындец какая имба. Обалдеть. Да. Короче, я говорю по поводу синергии эльфов и плюс вот этой вот реликвии двойных мобов. Короче, если вы собрали себе синергию эльфов, у вас есть тренд в 2 звезды, поставили, допустим, все это через волшебников, и у вас 9 эльфов, вы можете эту реликвию активировать на 15-м раунде, у вас получится двойная пачка мобов, вы будете получать тонну денег и, соответственно, получите предмет еще первого тира сверху. Ну, в общем, можно так делать. Вот к чему я говорю, что можно делать так. Кстати, на 10-м раунде классно то, что он забрал моба вот этого центрального. Если бы он центрального моба не забрал, ему было бы больно. Потому что ему предмет бы не упал. Но там этот чел с ником Диги, ему, например, нормально там идет. И Кунга, и Антимаг, и Омник. Мажорвань. Мажорвань везучая. Джаггернауту бы скорость атаки немного добавить. Чтобы он намного чаще наносил свою способность по урону. У него же сейчас способность наносит урон в зависимости от скорости атаки. Кто вдруг не знает. Шмотки, конечно, так себе. Да, обидненько. Шмотки. Не прям, что хотелось бы. Я в самом деле не понимаю. Ну, он топ не один отвечал, почему он делает именно так и полностью играет через лустрик. Но... Чил антимага не ставит себе на поле боя. Чего? Ну, тип там нормальный такой, странный. Максимально странный. Короче, я говорил о том, что топ не один отвечал уже в комментариях когда-то. Почему он ставит именно полный лустрик? Этого я немножечко не понимаю, потому что я бы, допустим, сейчас бы немного себе стол усилил. А зачем ролишься? То есть я бы сейчас поставил на его месте богов, поставил бы себе Джаггернаута, и с некой вероятностью бы, ну, хоть кого-то бы забирал. Не 100%, но кого-то бы точно забирал. Я удивлен, что Зиги не ставит себе... Убрал бы Гоблина Убийца, поставил бы себе антимага.
как говорится, хозяин-барин. Хозяин-барин сам решит, как ему делать. Тем более у него там винстрик. Тем более он омника нашел. Ну, скилл. На скилле взял, нашел себе омника. Может, он сейчас себе кучу легендарок найдет на скиллухе. У него жесткий билд там, конечно. Типа антимаг, омник. Ой, ладно, короче. Давайте наслаждаться каточкой. Я думаю, топ ни один его накажет. Накажет за такую скиллуху. Омник под богами... Не, ну если, кстати, топ ни один будет играть через Джаггернаута и богов, то Омник вражеский может спокойно контрить его, если там еще и боги будут, потому что 60% магического урона срезать это сильно. Так, ну в этот раз он уже ставит себе посильнее стол, я вижу, да? Так, чел один отлетел, хорошо, можно попробовать предмет поискать. Может жрецов поставить? This war song needs more hell screams. О, все, посох третьего тира есть, отлично. Одна хорошая новость точно есть. Посох третьего тира. Теперь бы ему только ману реген какой-нибудь найти. Чуть-чуть не докрутил. Чуть-чуть его не докрутил. Ну там человек стрик 14, сильно. А у него уже хп почти нету, это плохо. Сейчас будет раунд с мобами. Посмотрим, что ему за реликвию упадет. Я выставить не успел. О, мана плюс 50, хорошо. Сейчас у него на самом деле более-менее хорошие предметы. О, там Диги с антимагом уже в 2 звезды, серьезно? Чел даже омника убрал. А он его продал! Ой, дурак. Ой, дурак на Диги. А зачем он омника продал? Омник это имба. Инкастово накидывает щит, это раз. Второе, скидывает дебафы. Зачем? Я не понял. О, Свенчик, кстати. Здорово. Здорово, Свенчик. Как твои дела? Как жизнь молодая? Я так понял, топ один сейчас будет идти идти искать Джаггернаут все в 3 звезды, да? Угу. А, 6 воинов, 4 морских, 4 бога будет делать. Прикольно. Свен не нужен. Угу. Житься он не будет собирать все в 3 звезды. Так, а что там по реликвии? Давай посмотрим. Ну да, я думаю, сейчас он Джаггернаута найдет себе в 3 звезды, а потом уже будет от этого отталкиваться. После Джаггернаута в 3 звезды. Воины ему как бы здесь пригодятся. Ну, на самом деле, ему надо было бы как бы в 9 выйти, но у него просто хп маловато, поэтому он будет ролиться сейчас. Ролиться, пока не найдет себе Джаггернаута в 3 звезды. Я более чем уверен, что именно так будет. Ему бы на самом деле кунку бы сюда еще, в пачку. Я думаю, 150 хп просто от Акса это такая себе тема. Лучше, конечно, чем ничего, но я думаю, все-таки заменить в следующий раз вот этого Акса на кунку. Я думаю, так он и сделает. По крайней мере, я надеюсь на это. Так, Бен 07 вылетел. Это хорошо. Яичко отлично. Но, а зачем?
Почему ты начал ролиться в моменте, а теперь берешь уровень? И активировал сумку Пандамена. Я что-то не понял. Ну, я думаю, ты мне ответишь в комментариях. Так, бог-орк против бога-воина морского. Я ставлю на топ не один, потому что у него есть посох третьего тира. Он его развалит. Сейчас посох третьего тира настакается, и там просто чел будет умолять пощадить его. Или... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Понимаю. Вот это у них битва. Но самое главное, что он сейчас стаки на посохе третьего тира не потеряет. Вот это у них битва. Тут должен был трек, знаете, вот этот трек быть. В белом танце кружимся. Но в самом деле поставил его на 4 морских, он бы его быстрее забрал. Под 4 морскими все-таки был бы сильнее. Яйцо, я так понимаю, не хочет тратить на Дума, он хочет потратить его на Джаггернаута. Я думаю, сейчас антимаг к нему придет и устроит ему взбучку. Там антимаг довольно-таки сильный. О, Дзиги-Дзиги. О, нет! Падла на антимаге. Ой, падла на антимаге. Или раскрутишь. Да! Туда этого скилловичка. Просто. Красава. Мой юный подаван. Надо таких наказывать. Вот таких вот антимагов надо наказывать. Но был бы у него омник, у этого Дзиги, скорее всего, он бы проиграл бы. Но после третьего тира творит чудеса. Бог-орк там, кстати, ай-яй-яй же, ой-ой-ой. Еще Зевса он нашел на ортодоксе. Чел без денег, 6 рыцарей. Ха, интересно. Но я думаю, это ненадолго. Я прям уверен, что это будет ненадолго. В скорое время, я думаю, это закончится. 17 инстриг перейдет либо же сейчас этому богу-орку, либо же топ не один заберет. 32 брони. Да. Какая боль. Какая боль. Просто не хватило чуть-чуть. Яйцо все-таки решил Дума закинуть. Правильное решение. Я думаю, все-таки он... Чил, кстати, на рыцарях там проиграл. Но у него там хаотичный договор. Жестко. Надо выкинуть от этого второго бога-орка, чтобы забрать Джаггернаута, потому что там у него сейчас большая конкуренция на Джаггернаута. И ему нужно будет поменять расстановку, потому что вот этот Дзиги, прям у него антимаг прям стоит напротив Джаггернаута. Его надо поменять будет немного местами. Итак, из предметов третьего тира, что нужно топ не один? Я думаю, во-первых, бусы, а во-вторых, драконий рог. Я думаю, что даже драконий рог будет импактнее, чем бусы, потому что, допустим, если ему срочно нужен будет этот хил, я думаю, он поставит себе чернокнижников. А, там чел вылетел. От мобов сдох. Красава! Зато 2 посоха третьего тира теперь есть у топ не один. А че не Медузу? А, ты Медузу что, скипнул? Ля, какой ты молодец. Так, Рубика не хочет собирать себе в 3 звезды. Но я бы, на самом деле, по возможности бы собрал. Так, драконий рог, отлично. Боже, как ему хорошо сейчас. Как ему хорошо сейчас оно идет все. Все. Теперь он оверсильный.
Он сейчас должен разваливать всех, будь здоров просто. Бусы есть, посох третьего тира есть, все. Что еще нужно для хорошей жизни? Ну, бога-орка у того выкинуть и все. А что за бред? А, фу, мне показалось, он предметы открыл и думает, у него предметов вообще нету. Ну, забавный тут тип. 6 рыцарей себе собрал, но он уже откисает. Один раз он откис, но из-за того, что у него тупо есть хаотичный договор. Как-то так. Вот сейчас он к нему пришел, и он сейчас его забирает, этого рыцаря. Так, Пускар сдох. Дума надо по-любому будет оставить. Без дума будет тяжко. Фу, на тоненького было. 69 хп. Без дума он бы его не забрал. Купил, продал, чтобы они больше не приходили ему. Так, Леший, отлично. А, ну... Ну ладно. Один Леший хорошо, два лучше. Кунка, 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 кунка. Кунка! Кунку возьми. Кунку возьми. Возьми кунку. Но у него там предметы плохие на Джиггернауте. Можешь даже на него не смотреть. Ты, скорее всего, даже его вынесешь. У тебя будет помощнее. Либо же придет Зиги, который вынесет его. Вообще, там у пареньков такие странные билды. Миндальная связь. Возьми кунку. Кунку возьми. Кунка имба. Возьми кунку. Возьми кунку. Поставь вместо Акса. Ну что тебе там вот эти вот 150 хп, что они тебе дадут на орках? А кунка может свой кораблик накидать. Это контроль, это магический урон. Это просто имбулька. Ладно. Сказать, что я испытал боль и унижение, это все равно, что ничего не сказать. А. Мне показалось на мгновение, что он хочет сыграть через... О, Медуза. 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 Вместо Сларка. У меня к тебе есть вопросы. Почему кунку не взял? Почему Медузу не берешь? Реально, что Медузу не взять? Медуза же будет импактнее, чем Сларк. Морскую волшебницу продаю, все, она в 3 звезды хрень полнейшая. Ну, живи со своим хаотичным договором еще. Живи пока что. Живи. Разрешаем тебе пока что пожить. Интересно, кто первый заберет у него винстрик? Винстрик у него очень вкусный. Хочется забрать прям очень-очень. А, кстати, он тут проиграл раунд. Обидно. А вот была бы Медуза, ты бы его, скорее всего, задушил. Медуза плюс кунка. Станчики, все такое, контроль. Ты бы прям навалил стелька. Омник. Хорош. What the hell? Давай ты еще сейчас так быстро соберешь себе Джаггернаута в 3 звезды, чисто по приколу. Несмотря на то, что там чел собрался от Джаггернаута. Умник, кстати. Ой, умник. Тайт. Имбулька. Контроль всегда хорошо. Хан. Орк-шаман, это отлично. Орк-шаман это отлично, но он его, кстати, брать не хочет. Я только что просто увидел, что он его продать хочет. Чё? Викинг там полностью распродал свой стол? Прикол.
Одного Джаггера не хватает. Ему надо Джаггернаута со своего стола убрать. И может быть, может быть. Может быть. Может быть. Может быть, придет Джаггер в 3 звезды. С Джаггером 3 звезды... Чего? А чё ты... А чё ортодокс закинулся сейчас Мьёльнир не в Джаггернаута, а в Зевса? Я сейчас не понял этого прикола. Он бы просто на Зевсе... Фу. Он бы этот Мьёльнир перекинул бы в Джаггернаут, увеличил бы свою скорость атаки на Джаггернауте. Джаггернаут бы намного чаще крутился. Ладно. Ладно. Необъяснимо, но факт. Ему б тоже там бы маску 5-го тира найти, либо же лучше всего найти ему Джаггера сначала. Боже, как он легко нашел Джаггернаута? Честно, если бы это я играл, я бы хрен нашел бы Джаггернаута так быстро. Вот серьезно, я бы тупо Джаггернаута не нашел бы так быстро. А что ты предметы эти не перекинешь в Джаггернаута? Драгон Найт, кстати, там керри у него. Типа ману плюс 50 бы выкинул. Тебе и так этого достаточно. Но я думаю, сейчас Джаггернаутом 3 звезды он должен его спокойно порвать. Хотя там Dragon Knight будет, у него сейчас 2 звезды, там замедление скорости атаки будет. Не знаю. Но я бы на его месте вот это кольцо, которое он закинул Тайда, перекинул бы Джаггера. Типа драконий рог есть. Зачем тумана плюс 50, ему лучше бы закинул Тайда, у которого ничего нет. А ну-ка, ну-ка, заберет? Заберет винстрик? Если сейчас Дум накинется на Хускара и... Фусика, пожалуйста, Фусика. Как надо накидывай сейчас? Давай, как надо. Живи. Ортодокс вылетел. Давай. Как вкусно. Как же он очень много... Ой, да бери уровень. 16 опыта. Вообще фигня. Как же ему идет Хан. Хан прям орет. Возьми меня. Ну, кстати, ставлю лютое уважение этому молодому человеку, который играет сейчас на рыцарях. Поставь себе 6 магов по приколу и просто порви его. Воины это круто, 6 магов тоже прикольно. Хотя там рыцари. Ладно, это такое. Из предмета 3-го тира ему только нужен взгляд Азеса. И все. Но я бы Кристалл Мана плюс 50 бы скипнул. Типа ему не нужен, вообще не нужен. Кстати, то, что... А, не, ну там... кстати, интересно. А вот это вот замедление атаки, которое только что было на Джаггернауте, оно работает во время крутилки? То есть там только что в моменте было у нее 5 секунд. Крутилочка. Так вот вопросик. 5 секунд крутилочка? То есть раз 5 секунд он урон наносил? Но я думаю, сейчас конечная будет. Только если там, наверное, щиты не напробуют магическим образом. Если бы вот этот чел на МС Маке перестал, ну, переделал бы себе немного билд, я думаю, он бы спокойно забрал бы этого бога-орка. Хотя бы поставил бы себе троллей. 6 троллей, там 4 морских, через Кири Драгонайта и просто оборвал и металл бы. Ну давай. В белом танце кружимся. Странный билд максимально, но я отдам ему должное. Сыграл на рыцарях. Керит Хускара.
Какая-то странная игра, серьезно. Это очень странная игра была, но она и была интересной. Чел в моменте на викинге, вот это на викинге, просто взял, убрал весь свой стол и откис. На ортодокс на Джаггернауте там дичь какую-то собирал, ну несусветную. Я говорю, это максимально странная игра. Чел на рыцарях вообще топ-2 занял. Чего? Чего происходит в этой игре? Я не понял. Но это была очень прикольная игра и необычная. Отдам должное. Чел занял топ-2 на рыцарях. Просто, ну, уважение и почтение ему сразу. Сыграл на рыцарях, так что уважение. Тут максимальное уважение сразу. Ну, мне по этой катке добавить абсолютно нечего. В моменте я прикололся, как он Джаггернаута нашел себе в 3 звезды вот так вот налегке за несколько раундов. Я в шоке полнейшем сидел. Как? Там же уже чел нашел себе Джаггернаута в 3 звезды. Как ты так его легко нашел? Играл бы это я бы Джаггернаута в 3 звезды бы не нашел бы в жизни. Ну и некоторые мувы мне непонятно. Типа, мог бы поменять Акса, потому что, ну, 150 хп, ну, это слезы. Да, в дальнейшем ты поставил 4 урока, но это 400 хп. Ну, короче, некоторые моменты я бы переделал под свой лад. Но, как говорится, хозяин-барин, он играет так, как он играет, и все. Я бы ставил бы кунку вместо того Акса. Кунка это прикольно, там кораблик летит с минимальным КД, там бы часто корабль летел. Плюс контроль, плюс у него дум был. Ай, короче, мне катка понравилась, была она интересная, необычная, и я даже немного кринжанул с этого лобби, если честно, потому что все такие странные там делали мувы, особенно ортодокс, у него Джаггер в 3 звезды, он берет Мьёльнир, закидывает Зевса. Я понимаю, что Зевс это бог грома, там бог молний, но Мьёльнир можно было бы отдать Джаггернаута. Ну, как бы, да. Ладно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментарии. А также не забудьте поставить свой лайк. И если вам нечего добавить по поводу этой катки, то просто оставьте комментарий от 3 слов, чтобы поддержать меня. Кто не подписан на меня, обязательно подписывайся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Также у моего канала есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.